Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какая ситуация с позициями SOTOS FTC и куда эти позиции SOTOS FTC наиболее вероятно поведут активы рынки на предстоящей неделе. Так, друзья, вчера было ключевое решение по ставке ЦБ. ЦБ начал винтить ставку. В четверг было решение ЕЦБ по ставке. ЕЦБ ставку винтить не начал. Канадский Центробанк тоже не начал свою ставку винтить. А российский Центробанк ставку винтить начал. То есть он борется монетарными средствами с немонетарной, в российском случае, инфляцией. Точнее, составляющей немонетарной. Так, давайте посмотрим, что у нас происходит с числом активных буровых установок от Baker Hughes. На этой неделе пошел рост. До этого они немножко стагнировали. С учетом того, что значительно восстановился спрос на нефть, я вообще думал, что будет менее бурное восстановление спроса на нефть. И поэтому здесь возникает такое движение и рост, соответственно, активных буровых вышек. Так, друзья, если переходить далее, по алюминию и по меди, по металлам идет снижение лонгов у спекулянтов. Обращаю внимание, что вот эти данные, а также данные на других источниках, на которые я ориентируюсь при принятии решения, это данные позиции нонкоммерсов, так называемых спекулянтов. Я считаю, что это наиболее результативно и с ними наибольшая корреляция движения активов в ближайшее будущее. Но это не значит, что они не могут заблуждаться или делать свои ставки, исходя из каких-то других соображений, например, хеджирование позиции. Так, друзья, давайте посмотрим. Алюминий давно мы не смотрели. Алюминий, что-то по алюминию барахлят лонги. Не ожидают спекулянты, что будет рост алюминия в ближайшее время. Тут на самом деле вопрос достаточно сложный и неоднозначный, потому что в текущих условиях самое то восстанавливаться авиационной отрасли, а для авиационной отрасли очень нужен алюминий и титан. И поэтому пока для меня это большой вопрос, что такое движение в алюминии. Не до конца я понимаю, мне кажется, здесь спекулянты, которые делают подобную ставку, они либо что-то хеджируют, либо сами чего-то не до конца понимают. Либо нас ждет в ближайшее время цунами. Но я думаю, это маловероятно. До осени, скорее всего, все будет спокойно и однозначно. Так, друзья, далее медь. На самом деле, в наибольшей степени меня беспокоит медь. Потому что медь это как раз индикатор всех пертурбаций, которые возникают. Если медь начинает падать, то, как правило, это означает, что в ближайшее время что-то произойдет. На текущий момент медное ралли фактически с точки зрения лонгов нонкоммерсов оно закончилось. И в ближайший месяц, если не произойдет разворот и движение на 50 тысяч, то очень высока вероятность того, что мы получим какой-то коллапс. Но опять же, исходя из этого движения, которое здесь происходит на текущий момент, этот коллапс он как раз должен где-то осенью произойти. Так, далее нефть. По нефти вообще все отлично. Лонги наращивают. И никаких шансов для того, чтобы по нефти произошел откат, не дают. Но единственное, конечно, там 69, 70-69 цена на Brent, она маячит. И она должна быть на ценовом графике отработана. А текущие изменения в SOTOS FTC по нефти указывают на то, что предстоящую неделю нас ждет, скорее всего, дальнейшее движение вверх. И у нас на горизонте цель 75,5 по Бренту. Точнее 75,6. Так, золото немножко просело. Здесь, конечно, есть очень существенный фактор. То, что у нас на предстоящей неделе будет заседание ФРС. ФРС нас, скорее всего, и не порадует, и не огорчит. Потому что на текущий момент, я так полагаю, ФРС заложник текущей ситуации. То есть здесь никаких резких движений быть не должно, я считаю. Почему? С одной стороны, инфляция разгорелась. С другой стороны, пока что идет снижение безработицы. То есть ситуация с рынком труда продолжает улучшаться. Да, инфляция, зараза, выскочила за 2%, но никто не говорил,
что если она выскочит за 2%, то сразу будут что-то делать, бобо. Тут установка следующая, что среднегодовая инфляция должна быть возможно, не более 2%. И поэтому, с моей точки зрения, на текущем заседании ФРС с наибольшей степенью вероятности никаких резких действий совершено не будет. Тут мне на ум приходит такой сценарий, что сейчас ФРС оставит все как есть на текущий момент, и выкуп активов, и ставки около нуля. В дальнейшем, в ближайшем будущем, возможно, будут предприниматься какие-то действия в части сокращения выкупа активов, облигаций и так далее на баланс, если инфляция будет продолжать разрастаться, и если при этом не будет устойчивого снижения безработицы в Соединенных Штатах. Ну а дальше, скорее всего, осенью ситуация начнет выходить из-под контроля. И тогда уже будут работать не со снижением выкупа активов, а с тем, что начнут подвинчивать ставку наверх. И здесь весьма возможно, что вот это движение, которое произойдет осенью, оно будет достаточно резким и во многом внезапным. Потому что текущая ситуация, она зависит, во-первых, от того, как в мире идет восстановление постковидное, это раз. С Соединенными Штатами ситуация более или менее ясна. То есть они вроде как уже начали отскакивать, там единственная проблема – это избыток денег. Не знают, куда девать, банки сдают в ФРС. Потому что с ними делать непонятно. Пузыри, которые возможно, уже надули. Надо либо какие-то идеи разгонять, но тут Илону Маску по рукам начали давать, чтобы он ничего не говорил и ничего не пампил. Это шутка, конечно. Хотя на самом деле, скорее всего, оно так и есть. И с другой стороны, если начать поджимать денежную массу, то рынки, они внезапно могут сложиться в один момент. И тут уже получится то же самое, что было в марте 2020 года. Такие вещи, они происходят очень и очень быстро. И особенность любого кризиса, любого черного лебедя, что никто не может предсказать. Ну, есть, конечно, единицы типа Бьюзи, Майкла Бьюзи, который со стоп-геймом сейчас еще помимо ипотечных облигаций сделал игру. Но такие люди, у которых чутье, их единиц, их очень мало. Само вот подобное происшествие очень точно предсказать вопрос достаточно сложный. И тот же Насер Талеб, я считаю, что вот эта его идея о черном лебеде ему просто подфартила. Итак, друзья, почему я начал говорить про ФРС? Потому что золото очень чутко реагирует на возможные сподвиги в то, что касается доллара и решений ФРС. На текущий момент спекулянты сократили лонги, ну немножко сократили. И в понедельник мы с вами посмотрим, как будет открытие по золоту. Исходя из этого, я думаю, появится достаточно четкая ясность, какое движение по золоту произойдет до заседания ФРС. На текущий момент, я думаю, вот это изменение, оно указывает на то, что по золоту будет продолжаться боковик. Так, друзья, далее NASDAQ. NASDAQ. Здесь немножко сократили шорты. Ну, вообще по NASDAQ необходимо переписать хай и потом уже от этого переписанного хая идти вниз. Я думаю, здесь ситуация, она будет достаточно однозначно, потому что на текущий момент, с моей точки зрения, движение в хай-теке или фамаге, как его называют, оно себя исчерпало. Нужен какой-то коррекционный откат хотя бы по этим бумагам. Если не по всему рынку, то по этим бумагам. Да, отдельные идеи, отдельные акции могут чувствовать себя очень хорошо, но в целом то, что касается хай-тека, я думаю, оно очень значительно перегрето. Так, далее, природный газ. Ну, здесь наращивают шорты. Так, друзья, вот очень интересная ситуация по природному газу складывается. Если смотреть график движения природного газа, цен, это недельный таймфрейм, и движение позиций спекулянтов, то здесь идет сильнейшая раскорреляция. Подобные движения очень интересны, потому что здесь либо внезапно провалится цена вниз, либо она внезапно улетит вверх, когда всех этих ребят начнет сурово маржин-колить. Какой здесь может быть критерий по природному газу? Но это уровень 3,3. Если этот уровень пробивается, то, наверное, у этих ребят, которые активно шортили, у них
сдадут нервы и сдадут запасы, я так предполагаю, и мы увидим резкое движение вверх цены на газ. Вот. Но, соответственно, эта же ситуация, она произойдет, чем дольше будет находиться в районе 3,2-3,3, потому что их будет постепенно высаливать. Вот. Если же в ближайшее время начнется какое-то существенное движение вниз, ну как, хотя бы до 3, если будет коррекционный откат, то здесь вот эти позиции, они могут сыграть свою роль, и дальнейшее движение по природному газу очень быстро может произойти на 2,4, 2,5. А текущая ситуация указывает на то, что, по крайней мере, в тех реалиях, которые существуют, больше вероятность того, что будет пробой 3,3, и вот этих ребят, их просто разорвут в клочья. Вот. Но мы еще посмотрим, какая здесь ситуация будет к началу, к середину июля, потому что здесь расстановка сил может очень существенно поменяться. На текущий момент вот это движение, наращивание шортов нон-коммерсами, я думаю, оно, ну скажем так, это движение парусного корабля против ветра. И в начале, в середине июля действительно ситуация может измениться таким образом, что их вот эта ставка, она может быть оправдана. Но в текущий момент, 1-2 недели, их могут посечь, и цена улетит наверх. Так, друзья, далее платина. В платине идет выход нон-коммерсов, снижаются лонги, но это вполне коррелирует с тем движением в цене, которое происходит по платине. Соответственно, текущая ситуация указывает на то, что на предстоящей неделе весьма вероятно разовьется движение вниз по платине, и цель движения по платине сейчас находится в районе 1120. Так, друзья, далее палладий. Вот по палладию как раз ситуация обратная. По палладию ожидается, что будет отскок и повторное движение в район 2950-3000. По крайней мере, текущая ставка нон-коммерсов, американских спекулянтов, она коррелирует с тем, что, возможно, на предстоящей неделе пойдет движение наверх по палладию. Так, далее серебро. По серебру отличная ситуация. По серебру здесь намечается все-таки рост, и, возможно, на предстоящей неделе мы все-таки увидим движение на 28,5 и 30. Здесь ключевая дата — это заседание ФРС. Соответственно, до заседания ФРС могут серебро и золото достаточно хорошо накатить наверх. Если, конечно, в понедельник, во вторник никто не запустит слух или какую-то новость о том, что ФРС на предстоящем заседании будет либо резать сокращение покупки активов, либо, возможно, пойдет разговор о том, что будут увеличивать ставку. С моей точки зрения, вероятность того, что вообще в принципе кто-то из чиновников ФРС начнет говорить о досрочном, раньше запланированном увеличении ставки, она крайне мала. Тема эта очень щепетильная, она может рынки положить. И я думаю, что этот вопрос вообще до последнего никто, даже Джером Пауэлл, поднимать не будет. Если ставка будет поднята, скорее всего, это будет внезапное действие на растущую инфляцию и на прекращающееся восстановление рынка труда. То есть, если не будет снижаться безработица и будет продолжать расти инфляция, и это будет продолжаться какое-то количество временных интервалов, недель, может быть месяц-два, то тогда действие ФРС может быть очень решительное и внезапное. И опять же, я думаю, что никто это обсуждать и говорить не будет. Это будет сделано как удар сабли. Чик и все. Так, ну и сейчас, с моей точки зрения, на предстоящей неделе, в начале, до момента заседания ФРС, если никакого негатива и намеков о том, что ФРС хоть как-то будет жестить в плане снижения стимулов, весьма вероятно, что и по серебру, и по золоту мы увидим движение либо в боковике, либо попытки сходить на локальный максимум. В случае серебра это 28,5-30, в случае золота это, скорее всего, будет 1942. Но для этого золоту надо закрепиться выше 1900-1907. Так, друзья, далее давайте посмотрим валюты. Канадский доллар. Здесь спекулянты начали лонги немножко подрезать. Но я думаю, это связано с тем, что было заседание канадского Центробанка. И
ходили слухи с одной стороны, что будет увеличение процентной ставки, ну или хотя бы какая-то такая жесткая риторика. Вот. По-видимому, эти ожидания не оправдались, возможно, поэтому происходит выход спекулянтов из лонгов. Ну как, здесь на самом деле не выход, здесь небольшое консолидационное движение. Канадский доллар очень интересен тем, что эта валюта, она подобна серебру, мост между золотом и медью, также и канадский доллар это мост между Россией и развитыми странами. Итак, на предстоящей неделе, я полагаю, по канадскому доллару будет боковик. Так, друзья, далее евро-доллар. Евро-доллар, здесь у нас ситуация указывает на то, что по евро-доллару будет боковик. Опять же, то, что заседание ФРС на предстоящей неделе, скорее всего, вот до дня заседания все просто замрет и будет колебаться в районе текущих значений, текущих уровней, никакой жизни здесь не будет. Все движение пойдет в день, когда будет ставка ФРС озвучиваться. Итак, я думаю, до заседания ФРС в евро-долларе нас ожидает боковик. Так, друзья, далее то, что касается индекс доллара. По индексу доллара спекулянты снижают лонги. То есть они ждут, что евро будет укрепляться и другие валюты к доллару США. Но на самом деле там у евро на графике, мы тогда в понедельник уже посмотрим, когда торговая сессия начнется, что происходит с евро. Там есть ключевые уровни, которые, если не будут пробиты, то либо боковик, либо даже отскок и движение наверх. Хотя, опять же, исходя из изменения сот по евро-доллару, я думаю, что по евро до заседания ФРС будет боковик. Но видите, индекс доллара дает другую информацию, что по индексу доллара должен произойти противоход. В последний день индекс доллара вырос и в пятницу. Это, конечно, данные на вторник, но судя по вот этим данным, в понедельник-вторник нас ждет ослабление доллара против ключевых валют. Так, ну вот японская иена указывает на то, что спекулянты срезали шорты и, соответственно, они ждут укрепления японской иены против доллара. Но здесь, как бы, смотрите, ситуация она следующим образом выглядит. Индекс доллара состоит из ряда валют, ключевое значение там занимает, конечно же, евро. Но есть еще и британский фунт и японская иена. Так вот, индекс доллара в целом показывает, что доллар будет снижаться против валют по индексу доллара. При этом по евро информация о том, что евро будет либо в боковике, либо припадать к доллару. Но по фунту и иене ситуация указывает на устойчивый рост и отскок и фунта, и иены против доллара США. Так, друзья, далее биткоин. Ну, биткоин здесь, с моей точки зрения, по нему соты не столь показательны, но тем не менее, спекулянты, которые делали ставку на снижение биткоина, вот здесь вот, они начали шорты закрывать. То есть, получается, у них сейчас ожидание, что надо биткоинами затариваться, либо они их распродали и избавляются от хеджей. Но соты по биткоину, с моей точки зрения, они не очень показательны, потому что там слишком, скажем так, распылен этот актив, много криптобирж, и поэтому здесь все-таки, мне кажется, просто какой-то крупный игрок, он свои риски за счет вот этих фьючерсов на биткоин, он хеджирует риски. То есть здесь вот такого движения, такого драйва, как по большинству других активов, мне кажется, все-таки нету. Так, друзья, давайте еще посмотрим, какая у нас ситуация на форте, на ММВБ. Так, РТС. Ну, по РТС здесь ставка на то, что должен с утра произойти коррекционный откат. Но здесь просто обязан он произойти, потому что уже все возможные цели их сделали. И нахождение на текущих уровнях без освежения, оно просто уже неприлично. Сбербанк. Вот по Сбербанку как раз наоборот ставка на то, что Сбербанк пойдет наверх и гэп закроет. Ну, собственно говоря, он уже в пятницу, в четверг должен был закрыть. Но что-то я не знаю, видимо, увлечены другими активами, другими акциями. Поэтому Сбер сам по себе очень тяжел. Вот. И вот для того, чтобы немножко приподнять, это нужно гораздо больше капитала загнать, нежели по другим активам. Ну, здесь, по крайней мере, по фьючерсам, либо движение у верхней границы текущей консолидации, либо пробой верхней границы и уход на 320.
Так, вот по ВТБ делают ставку на то, что ВТБ будет откатываться. Ну, ВТБ сейчас находится на своем критичном уровне, это 5 копеек. Вот, по ВТБ мы более детально рассмотрим ситуацию в понедельник, когда будет открытие торговой сессии, для того, чтобы понимать, как вот эта ситуация с изменением позиции, она в начале дня отыгралась. Так, Газпром здесь боковик, потому что никаких таких вот особенных движений нету. Но надо понимать, что Газпром, он завязан на газе. Если цена на газ улетает в космос и американских спекулянтов разорвут в клочья, то по Газпрому мы в легкую видим 294 и уход на 358. Так, далее ГМК. Не растет кокос, ГМК что-то не хотят запускать наверх, давят всеми фибрами души вниз. Лонги режут, соответственно, хотят спускать ниже и ниже. Но здесь есть одна хитрость. Одна хитрость, которая заключается в том, что если мы посмотрим позицию во фьючерсах, то декабрьский фьючерс, там делают ставку, что он перепишет все-таки хай и уйдет к 30, ну к 29 тысяч, а там и 30 недалеко. Поэтому то, что касается, скажем так, движения среднесрочного до конца года, здесь ну, вполне естественно, если осенью не разразится финансовый кризис и не будет всеобщего обвала, то к концу года высока вероятность того, что по ГМК мы увидим 30 с плюсом. Даже не 29 280, как здесь ставка, а 30 с плюсом. Но на текущий момент, на понедельник, ставка на то, что ГМК будет проседать и, возможно, даже потестить 25 200, 25 400. Так, друзья, вот Роснефть. Читал я разную аналитику по брокерам. Все, ну, по крайней мере, много и высказываний, и каких-то публикаций касательно того, что Роснефть будет расти, и она в ближайшее время будет движется на 700, возможно, даже на 900 и на 1000. Ну, не знаю, пока, как бы, исходя из позиций, которые на форсе, в понедельник никто роста Роснефти не ожидает. Поэтому, если жить ближайшим днем и не заглядывать в далекое будущее, где очень высока вероятность значительных флуктуаций, на понедельник утро никто не ждет существенного роста по Роснефти. Так, друзья, далее наша скрепа, сишка, доллар США, рубль, доллар США. Но здесь ставка на то, что рубль будет укрепляться к доллару. Ну, по крайней мере, вот эта ставка, она может быть отыграна в первой половине дня, а дальше все будет зависеть от нефти и от того, как открылся Китай. Тем более, в понедельник у нас будет разгрузочный день, потому что там, как бы, он де юре выходной, биржа будет работать, кроме расчетов по валютным парам Today, по-моему, так, если не ошибаюсь. Вот. И здесь, конечно, ну, будет немножко волатильность снижена и ликвидность снижена, потому что все крупные игроки будут отдыхать либо где-то за границей, либо ловить рыбу где-нибудь на Черноморском побережье. Так, друзья, евро-рубль. Евро-рубль. Ну, здесь ставка тоже на укрепление рубля против евро. На самом деле, 16 числа встреча Путина с Байденом. И судя по позициям в кредитно-дефолтных свопах на российские активы, никто не ждет никаких потрясений. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну вот евро-доллар, кстати, что-то не коррелирует. Здесь ставка на то, что евро-доллар, евро будет к доллару падать, и при этом ставка по валютным парам, по фьючерсам, рубль к доллару и к евро, что рубль будет расти. Но здесь, как бы, получается такой парадокс, что по логике вещей обычно, когда евро укрепляется и рубль укрепляется. Ну, здесь у нас еще есть фактор нефти, который тоже играет существенную роль. Плюс та самая роковая встреча 16 июня, которая может существенно изменить диспозицию на рынке. Так, далее британский фунт. Ну, здесь, конечно, не столь показательные позиции, но тем не менее здесь ставка на то, что британский фунт к доллару будет расти. Так, ну и нефть. По нефти ставка на боковик. Ждут, что нефть будет колебаться в районе достигнутых значений. А серебро. Вот по серебру очень существенная ставка, то, что серебро будет в понедельник расти. Тут прям вот невооруженным глазом, как говорится, прослеживается динамика наверх. А вот по золоту ситуация обратная. По золоту здесь боковик.
вышли из 1881, и, соответственно, сейчас возможен и задерг на 1861. Здесь либо уход в понедельник сразу 1881 плюс, либо движение на 1861, ну или хотя бы короткое проскальзывание туда. А природный газ, ну а здесь вот ситуация такая, что ставка на то, что цены на природный газ будут расти. Так что я думаю, что все-таки по природному газу здесь на ближайшую неделю-две тех американских спекулянтов, которые сделали ставку на то, что цена на природный газ будет падать, их просто разорвут в клочья. Вот. Дальше, конечно, ситуация в июле она может кардинально измениться, и газ цена на газ проседать. Но вот на текущий момент, то есть хворост высушен, все готово для того, чтобы дотла спалить американских спекулянтов. Посмотрим, как это сработает на практике, но вот такие предпосылки к сжиганию шортистов и значительному росту цены на газ, они созданы. Друзья, все, основные инструменты, основные моменты. Если какие вопросы, пишите в комментариях под видео. Постараюсь ответить. Ну и вместе с вами подумать, что будет дальше. Все, счастливых, хороших выходных.